Глава 28. Единство противоположностей. По мере того, как я обретала силу и освобождалась от страхов и иллюзий, мне открывался доступ к знаниям нового уровня. Алексей оказался белым магом, живущим на Земле около 1000 лет. Описывать его способности я не буду. Это вне рамок реальности, в которой сейчас находится читатель. Однажды к нему пришел мужчина с депрессией. Алексей приложил руки к его голове, провел поток света, и человека стошнило. «Я вырвал самого себя», — сказал тот. То есть программа настолько укоренилась в нем, что он ощущал себя ею, сам того не понимая. Думая мысль, он верил, что это его мысль. Разотождествить себя с чужеродной мыслью получилось только после того, как обладающий сознанием объект, паразит, был физически извлечен из тела. Существуют паразиты-программы, проявленные как в физическом теле, так и на ментальном уровне, не имеющие плотной телесной оболочки. Тайну Вадима я все еще не могла постичь. Вадим говорил со мной жестко, объясняя, что мягкость и грубость – лишь условности ума. «Черное нужно для роста», – утверждал он, – «без тьмы нет света. Мать, защищающая ребенка, должна уметь стать демоном. Тьма – наш учитель». «У тебя сейчас 2 рога», – сказал как-то Вадим, – «устремленные вверх, как демонический символ дуальности. Когда объединишь их, появится нимб единства». В смещенном состоянии сознания его слова вызывали во мне бурю эмоций, протест и понимание одновременно. Как могут быть едины извращение и благодетель, убийство и любовь? «Есть только единое сознание, источник», — объяснял Вадим. Он распределил себя во всех нас и играет сам с собой. Смерть, боль, страдания — все иллюзия, программы, которыми можно управлять. Если рядом пролетит пуля и кого-то убьют, я скажу: «Какое шоу!» — говорил он. «А если умрет твоя мать?» — спросила я. «Я люблю ее, но понимаю, она не тело. Она часть источника, которым являюсь я. Часть меня, а я часть ее. Источник вечен. Все остальное — программы. Пока ты в теле, наслаждайся. Как в «Матрице». Мясо – иллюзия, но такая вкусная. Да и со временем ты поймешь, как управлять процессами рождения и смерти тех, кто тебя окружает, твоих персонажей. Я расскажу тебе все, но это уже буду не я. Я – это все, но все не я. Ты поймешь это позже», – сказал Вадим. Вадим учил меня видеть за пределами условностей. Мир представал огромной сценой, где единое сознание играло все роли одновременно. Но мой ум сопротивлялся. Как принять убийцу и святого равными проявлениями источника? Мое восприятие раскачивалось между 2 полюсами. С одной стороны, глубокое понимание единства всего сущего, с другой – человеческие ценности и мораль, впитанные с молоком матери. Эта внутренняя борьба выжигала старые программы, как огонь выжигает сухую траву. «Нет ни зла, ни добра», — говорил Вадим. «Есть только игра источника с самим собой». Он описывал реальность как голографическую проекцию, где даже боль — всего лишь программа. И я видела подтверждение. Йогины, протыкающие себя иглами без капли страдания, шаманы, танцующие на углях. Но самым сложным было принять отсутствие привязанностей, любить мать и одновременно знать, что ее физическая форма – лишь временное воплощение вечного источника, видеть красоту в каждом моменте и при этом понимать его иллюзорность. «Смерть – это просто переход энергии», – объяснял Вадим. «Часть источника перетекает в новую форму, как вода принимает форму нового сосуда. Нет ничего постоянного, кроме самого потока». В моменты прозрения я видела этот поток,
бесконечную игру форм и пустоты. Видела, как мысли и эмоции появляются и исчезают, словно пузыри на поверхности океана, но затем снова возвращалась в привычное восприятие, где добро борется со злом, а смерть кажется концом. Вадим называл это танцем между пробуждением и сном. «Не спеши», — говорил он, — «наслаждайся каждым движением этого танца. Даже иллюзия — часть реальности». «Представь, что ты смотришь фильм», — говорил Вадим. «Злодей убивает героя, и ты плачешь. Но актеры после съемок пьют кофе вместе. Так и здесь. Все роли играет один источник». Это понимание приходило волнами. Иногда я чувствовала себя зрителем космической пьесы, где каждая трагедия и комедия – часть грандиозного замысла. В другие моменты человеческая природа брала верх, и я снова погружалась в океан дуальности. Вадим говорил, что программы как слои одежды на теле танцора. Можно снимать их один за другим, но важно помнить, даже нагота – своего рода костюм. «Когда ты освободишься от всех программ, — говорил он, — ты увидишь, что и освобождаться было некому». Я спрашивала его о природе реальности, о том, почему мы не помним свои прошлые жизни, если они существуют. Он смеялся. «Ты помнишь, что ела на обед год назад? А что делала 5 минут назад в параллельной реальности? Память тоже программа. Источник не нуждается в воспоминаниях, он просто есть». «Боль, страх, привязанности – это программы самосохранения», – объяснял Вадим. «Они нужны для выживания тела, но ты не тело. Ты то, что наблюдает за телом, за мыслями, за эмоциями. Ты – пространство, в котором все это происходит». И я начинала понимать, вся моя личность, все мои убеждения и страхи – как компьютерный код, который можно переписать. Но кто тогда программист? И существует ли он вообще? Или это очередная иллюзия ума, пытающегося объяснить необъяснимое? Теперь я смотрю на мир иначе. Вижу, как большинство людей живет в глубоком сне, отождествляясь с программами настолько, что принимает их за себя. Они как куклы в театре теней, не подозревающие о свете за экраном. Но я не сужу их. Каждый проходит свой путь в собственном темпе. Некоторым нужны эти программы, как строительные леса для недостроенного здания. Они держатся за свои страхи, привязанности, убеждения, потому что пока не готовы увидеть пустоту за ними. Сейчас, когда я возвращаюсь к бассейну или сажусь на мотоцикл, я помню, страх смерти был только программой. За ним открылась бесконечность. Я научилась плавать в океане сознания, не боясь глубины. Потому что я поняла, я и есть этот океан. Источник всегда здесь, в центре груди, в той точке, откуда рождаются звезды. Он не требует веры или поклонения. Он просто есть. И мы все — его бесконечная игра с самим собой. Но это оказалось только началом. Глава 29. Танец зеркал. Освобождение от цепей или отражение. «Люди – куклы, окутанные программами», – говорил Вадим, разливая кофе. «Хуже животных, преисполнены эго». Когда я показала ему фото свадьбы с американцем в доме за $6 миллионов, он лишь усмехнулся. «Вау! И это все я!» «Что ты имеешь в виду?» – спросила я. «Мы едины. Я прожил этот опыт через тебя». С Вадимом я чувствовала парадоксальную свободу. Он читал меня насквозь, принимая все пороки безоговорочно. А потом просто исчез. Его контакт пропал из телефона. «Алексей, почему так больно?» – спрашивала я. «Я же считала себя сверхчеловеком, преодолевшим программы смерти, еды и сна». «Вадим проявил в тебе программу абьюза», – удивил меня своим ответом Алексей.
Он служивый, чертенок, преподносящий свои уроки. Воспоминания об американском муже нахлынули волной. Успешный врач, реализовавший все мои наивные мечты, с неустойчивой психикой, залечивающей внутреннюю пустоту наркотиками. Он тоже видел во мне вселенную. Был абьюзером, нарциссом, мастером манипуляций. «Актеры менялись», — сказала я Алексею. Сюжет оставался. Вадим тоже играл в кнут и пряник. «Что ты поняла?» «Если ты что-то потерял, это было не твоим. Невозможно потерять то, чего не имел». Вадим и бывший муж были отражениями одного паттерна. Оба давали прикосновение к чему-то большему. Оба были мастерами психологической игры. Вадим уводил в образы иллюзии, Алексей возвращал в тело, в материальную реальность. 30 минут хватило, чтобы забыть о Вадиме, призналась я. Настолько мощным оказалось возвращение к своему центру. Что ты видишь теперь? Каждый абьюзер был учителем. Они показывали мои программы зависимости, неуверенности, жажды признания. Бывший муж, считавший меня центром вселенной, отражал мою потребность быть особенной. Вадим, говоривший о свободе от привязанности, создавал новую привязанность, закончил Алексей. Программа абьюза проявляется как наркотик. Сначала дает невероятный подъем, ощущение полета и значимости, а затем погружает в бездну зависимости и боли. Вадим и мой бывший муж были словно два актера в одной пьесе, играющие роль катализаторов моего пробуждения. Теперь я вижу эти паттерны насквозь. Обещание исключительности «ты особенная, не как все», чередование восхищения и обесценивания, создание эмоциональных качелей. Но главное, я вижу, как мое собственное сознание участвовало в этом танце, как оно цеплялось за иллюзию уникальных отношений. Год страданий после развода, боль от исчезновения Вадима – все это были симптомы одной болезни – отождествления с программами. Я позволяла себе страдать, думая, что страдание делает меня более реальной, более живой. Алексей научил меня главному – сила не во внешнем, а во внутреннем. Когда я обращаю внимание на макушку головы, нисходящий поток очищает сознание. Когда фокусируюсь на копчике, чувствую силу предков. Когда возвращаюсь к источнику, обретаю целостность. Алексей посоветовал практику. Лечь, обратить внимание в тело. На макушку головы активизируется нисходящий поток. Затем на ощущение, где что тянет или болит. На копчик. Это сила рода, предков, корни. Благословить их и попросить помощи. Затем обратить внимание в свой собственный источник. Не распыляй внимание на внешние картинки. Смотри внутрь, в тело и источник. «Целостность», — сказал Алексей. «Нет никакого Вадима, есть только ты, твое сердце, тело в этой иллюзии, чувство, твой источник». Мне стало легче, я наконец-то вернулась в себя. Я больше не ищу спасителей и учителей во внешнем мире. Моя внутренняя богиня проснулась, она знает, все отношения — это зеркала, показывающие нам наши собственные программы. И только мы решаем, какой танец танцевать с этими отражениями. Алексей показал мне путь возвращения к себе. Не через драму отношений, а через тихое осознание своей природы, своей силы, через возврат в свой центр, где ты главный режиссер. Когда я следую его советам, обращаю внимание на тело, на энергетические потоки, на связь с предками, я чувствую, как растворяются все искусственные конструкции ума. Святой, которого он предложил визуализировать, стал не новым объектом поклонения,
а проявлением моей собственной целительной силы. Это уже не внешний спаситель, а часть меня самой, способной к самоисцелению. Самое удивительное открытие, когда перестаешь гнаться за особыми состояниями и отношениями. Они приходят сами, но уже в другом качестве, без драмы, без зависимости, без страха потери. Потому что ты уже целостен, уже есть все, что нужно. Я благодарна всем своим учителям, и светлым, и темным. Каждый из них был частью пути к пробуждению. Но теперь я знаю, истинный учитель всегда ведет тебя к твоей собственной силе, а не к зависимости от себя. Я поняла, настоящая духовность не в отрицании программ и кукол, а в принятии всего спектра человеческого опыта. Даже страдание может быть священным, если ты осознаешь его природу. Мои отношения с американским мужем, помолвка на Бали, встречи с Вадимом – все это были ступени лестницы к себе истинной. Каждый опыт, даже самый болезненный, вел к большей целостности. Сейчас я знаю, нет нужды бежать от программ или бороться с ними, достаточно их осознавать. В этом осознании они естественным образом трансформируются. Как сказал Алексей, измени сюжет. И я меняю не через борьбу, а через принятие и понимание. В погоне за особыми состояниями и духовными откровениями я чуть не пропустила самое главное – собственную божественность. Вадим говорил о себе как об источнике, но уводил меня от моего внутреннего света, как мне тогда казалось. Это был изощренный парадокс – говорить о свободе, создавая новую тюрьму. Каждый особый мужчина в моей жизни отражал разные грани одной иллюзии – поиска целостности вовне. Бывший американский муж с его наркотической любовью, Вадим со своими духовными откровениями – все они были декорациями в спектакле моего пробуждения. Я больше не играю в игры кнута и пряника, не нуждаюсь в особых состояниях и подтверждениях своей исключительности. Теперь моя целостность не зависит от присутствия или отсутствия кого-то в моей жизни. В этой новой свободе есть место всему – и свету, и тени, и программам, и их отсутствию. Я танцую свой собственный танец, и каждое движение в нем священно, потому что теперь я знаю, я не танцор, я сам танец. Каждый человек – это целая вселенная, каждый несет в себе семя божественности. Даже те куклы, о которых говорил Вадим и которых я увидела, сняв розовые очки иллюзии, проявление единого сознания, играющего свои роли. Слова Вадима о том, что мир проистекает изнутри, были правдивы, но для меня в какой-то момент он стал частью внешнего мира, за которым я гналась. Я – источник, я – богиня, я – все роли и ни одна из них. В этом осознании растворяются все истории о потерях и обретениях, о духовном росте и падениях. Остается только чистое бытие, танцующее свой вечный танец. Так растворилась моя очередная программа. Глава 30. Возврат Вадима. В тот день звонок Вадима прозвучал, как гром среди ясного неба. Его слова поразили меня. Он объявил себя моим главным демоном и одновременно сообщил, что за этой маской скрывается светлый ангел. Он говорил, что только программы во мне боятся его, чувствуя приближение своего конца, и что я до сих пор не поняла, кто он на самом деле. 3 часа разговора пролетели, как мгновение. Вадим раскрывал передо мной картину мироздания, говорил о тончайшей грани между источником и умом. Ум – это источник, но источник – не ум. Эта формула звучала как древний коан.
Он утверждал, что осознание этой истины приведет к пробуждению. Его речь была полна парадоксов. Он говорил образами, утверждал нашу глубинную связь, обещал невероятные ощущения от простого прикосновения. Часть меня снова была захвачена этими словами, но другая часть настороженно вслушивалась, чувствуя подвох. Я размышляла. Может быть, мои внутренние демоны действительно боятся его, как тот паразит боялся меня? Кто же этот Вадим? Злой дух, пытающийся захватить меня, или хакер, который так умело жонглирует моими программами? Образ Вадима в моем сознании был подобен калейдоскопу, где каждый поворот создавал новый узор понимания и сомнений. В минуты глубоких размышлений я пыталась разгадать эту загадку. Кто он? Темный искуситель, пришедший за моей душой, или мудрый проводник, протягивающий руку помощи? В такие моменты я задавалась вопросом, не пытается ли он, словно опытный программист, перекодировать саму матрицу моего существования? И если да, то с какой целью? Освободить или поработить? Ранее мои эмоциональные реакции на него были подобны американским горкам. От глубокой признательности до всепоглощающего гнева, от трепетного доверия до жгучей обиды. Эта эмоциональная турбулентность казалась необъяснимой, если рассматривать его исключительно как духовного наставника. Но что, если эти чувства были лишь отражением моих внутренних демонов, которых он помогал мне увидеть? В моменты особенно острых сомнений я представляла его создателем сложной иллюзии, в которую он пытается заманить мою душу. Но тут же возникал другой образ – искреннего помощника, пытающегося пробудить меня именно от иллюзий, в которых я жила годами. Вопрос доверия завис в воздухе подобно дамоклову мечу. Можно ли довериться тому, чью истинную природу ты до конца не понимаешь? Эти сомнения были подобны тонкой трещине на хрустальной поверхности моей уверенности, готовой в любой момент разрастись в глубокий разлом. Но кое-что явно изменилось. Болезненная привязанность исчезла. Я больше не зависела от его присутствия или отсутствия, оставаясь центрированной в себе. Вадим казался неисчерпаемым источником скрытого знания, разбирая этимологию слов до невероятных глубин, недоступных в обычных источниках. Его личность была соткана из противоречий: то шутник, то мудрец, то безбашенный провокатор. Внезапное появление в трубке голоса его начальника с отборным матом казалось театральной постановкой. Порой мне думалось, что нет никакого кафе, что он просто создает образы в моем сознании, играя разные роли. Его бесстрашие проявлялось во всем. Он включал контролируемую глупость, играл с людьми, отвечал начальнику с преувеличенным раболепием. «Да, мой господин, великий повелитель». Когда я спросила, почему его не увольняют, он ответил, что запугал их проклятием до 7-го колена, и люди верили. Его главная мысль была проста: «Все иллюзия, великий обман. Нет ни меня, ни его, есть только источник, в котором нет ничего». Страдания создаются нашим разделением мира на хорошее и плохое. Он мог быть и дурачком, и мудрецом, но каждое его слово имело точный смысл и цель. И главное, я больше не боялась его. Я начала ощущать свою собственную силу и мощь, становясь той, кем должна была быть. В те дни Вадим поделился видением, которое тогда казалось загадочным. Он говорил о будущем, о моменте, который должен был наступить. «Ты прилетишь в Сочи. Будешь очень бояться. Я буду ждать тебя, нарядный, в пиджаке. Будет чувствоваться запах чеснока. Я буду стоять в трепетном ожидании. Ты, Катя, будешь знать, что я тоже пробужден.
Ты будешь связана с моим высшим аспектом и сама будешь находиться в пробужденном состоянии. Тогда эти слова казались странными, непонятными. Их смысл должен был раскрыться позже, как и многое другое. Он также рассказал о 2 5-рублевых купюрах, показал на видео свой кошелек, где хранился особенный доллар, его вечный спутник. Сказал, что 1 купюра останется у него, 2 передаст мне. Не объяснял значения, не раскрывал смысла. Просто факт, просто знание, просто часть будущего, которое должно было проявиться. Это было похоже на загадку, ключ которой был спрятан во времени, тайна, которая должна была раскрыться сама, когда придет момент. И я научилась ждать, доверяя потоку событий, зная, всему свое время. Глава 31. Расщепление. 23:30. Сердце забилось с нарастающей силой, затем замерло. Очнувшись, я металась по дому в невидимой клетке страха, а потом началось немыслимое. Я начала делиться. 2, 3, 4 версии меня метались по комнате, и их становилось больше. В этом кошмаре возникло существо, чье название перекликалось с фамилией Вадима. Одна из моих версий метнулась к нему. Что будет с мамой? Не волнуйся, для нее ты останешься живой. 2:59. Стабилизировалась, увидела сообщение от Вадима. Фотография его серьезного, почти зловещего лица. «Это твоих рук дело?» – спросила я. «Все из меня, включая тебя». Следующее изображение. Россыпь слов «ты» с посылом «иди прочь» и фраза «хочешь спасти утопающего, брось ему пустоту». «Алексей, помоги понять», – звонила я в панике. В его сообщениях любовь переплетается с угрозами свести с ума. «Вадим лишь служивый», – объяснил Алексей. «Сущность, которой ты отдаешь слишком много энергии. Но он словно владеет истиной и намеренно искажает ее. Да, будто хочет довести до срыва или помешать развитию». «Может, пора сделать выбор?» – спокойно спросил Алексей. «Прекратить растрачивать свою силу». Но что-то внутри говорило о том, что Вадим не враг. Вадим показал мои субличности, множество программ демонов, отправляя их прочь. Бросить пустоту означало не поддерживать эти программы. Я жаждала освободиться от сковывающих шаблонов, но его методы выходили за все границы. «Это классическая ситуация», — пояснил Алексей. «Идущие по пути пробуждения со светлым намерением часто встречают такие провокации и ловушки. Даже Иисуса искушали темные силы 40 дней. Я металась между 2 полюсами. Алексей излучал заботу, предлагал мягкий путь света. Вадим действовал жестко, без церемоний, но в его словах звенела пронзительная истина, а в методах чувствовалась какая-то первозданная свобода. Алексей настаивал на отстранении от Вадима, призывал сделать окончательный выбор в пользу светлого пути. Но что-то глубоко внутри резонировало с парадоксальной мудростью Вадима. Словно в его безумных методах скрывался ключ к подлинному освобождению. Лишь позже я узнала истинную природу Вадима, суть хакеров сознания, их методы работы. Но эта история ждет своего часа.